Друзья, вы заметили, как нам постоянно пытались доказать, что экономика – это очень хрупкий механизм, где малейшая проблема может запустить цепную реакцию и привести к мировому кризису? За примерами далеко ходить не нужно. В прошлом году Трамп начал настоящую тарифную войну почти против всех стран мира. После этого сразу же новости, что грядет рост инфляции, экономика замедлится и скатится в рецессию. По итогу некоторые тарифы отменили, часть оставили, экономика выжила и рынки пошли пробивать рекорды. Также хороший пример война с Ираном. Блокировка Ормуза должна была привести к энергетическому кризису и пампу нефти до $200, что ожидал даже сам Трамп. Нефть может достичь 200-250 долларов, но нефть стоит $100-102. И ты тоже так думал. Большинство людей так думали. Но по итогу нефть около $100, а танкеры ищут обходные пути по всему миру, включая Америку. И казалось бы парадокс, почему экономика все еще жива и не просто работает, а демонстрирует результаты даже получше, чем в стабильные времена. Да, последние отчеты показывают скачок инфляции, но учитывая то, что происходит, это просто смешные данные на фоне роста той же нефти и бензина. И конечно же такое положительное настроение отразилось и на крипте. Ведь вспомните, как 3 месяца назад все ждали обвал биткоина до 55 тысяч. Его не произошло, и сейчас он закрепляется выше уровня $80 тысяч. Но вопрос, почему же столько времени многие говорят про пузырь, огромный госдолг США, кризис на фоне роста нефти, перегретый фондовый рынок, и даже величайший инвестор в истории Уоррен Баффет признался, что сейчас не понимает фондовый рынок и не знает, куда он будет двигаться. Я сравнивал рынки с церковью, к которой пристроено казино. И люди могут переходить между церковью и казино. И я бы сказал, что и в церкви, и в казино стало больше людей. Но казино стало очень привлекательным для людей. Если вы покупаете или продаете опционы на один день, то это не инвестирование, это не спекуляция. Это азартная игра, вы понимаете, просто полностью. Поэтому, друзья, сегодня я отвечу на вопросы. Почему мировая экономика все еще держится, несмотря на множество красных триггеров? Является ли текущий рост фондового рынка формированием нового тренда или ложным движением? В каком реальном состоянии находится экономика США спустя 2 месяца войны в Иране? Что такое К-образная экономика? И какое место в этой экономической перестройке занимает биткоин? Сегодня решил немного отойти от классического обзора рынка. Его я сделаю в ближайшие дни, точно так же, как и видео про альты, а в этом ролике разберем вот такую интересную тему, которая даст нам понимание того, насколько сейчас прочный экономический фундамент, чтобы рынок акций крипты мог расти как минимум в ближайшие полгода. Так что обязательно поддерживайте видео лайком, и буду больше выпускать подобных видео. Пишите комментарии, за которые можно получить бонус $10, как этот зритель. С вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, прошлую неделю индекс S&P 500 закрыл на новом максимуме $7400, несмотря на последние эскалации на Ближнем Востоке после ударов по кораблям США, даже с использованием баллистики. Это, кстати, произошло сразу после отказа Тегерана от сделки с 14 пунктов, из-за чего нефть выросла, а биткоин ушел в откат. Об этом я заранее предупреждал у себя в телеграм-канале, писал, что перемирие очень шаткое, и я не отменяю рост нефти. Также в телеграм есть мои сделки, личные идеи по торговле, поэтому, чтобы заранее быть готовым к росту или падению, ссылка есть в описании. Когда стоит вопрос об оценке состояния экономики, Трамп всегда говорит: посмотрите на акции, которые сейчас растут из-за меня. Но здесь есть одна важная деталь. S&P 500 это не вся экономика, это примерно 500 крупнейших компаний, а в США существуют десятки миллионов бизнесов. То есть, когда мы смотрим на фондовый рынок, мы не смотрим на всю экономику, а это очень тонкий слой самых крупных, самых влиятельных и самых капитализированных компаний. И это важно понимать. Потому что у этих компаний может быть все отлично. Их акции могут расти, их прибыль может увеличиваться, их капитализация может быть рекорды. Но это не значит, что у обычного человека становится больше денег. История уже показывала это раньше. В 1920-е годы Америка тоже выглядела как страна вечного роста. Акции росли, экономика росла, безработица была низкой. Все говорили о новой эре богатства. Но это была лишь красивая обертка, самое главное, что было внутри. Фермеры сидели в долгах, заводы производили больше, чем могли продать, а рост рынка все больше держался не на реальном бизнесе, а на спекуляциях и заемных деньгах. Потом наступил 1929 год. Рынок рухнул, началась Великая депрессия. Акции потеряли огромную часть стоимости, производство обвалилось, безработица взлетела. И вот что важно, даже когда фондовый рынок позже начал расти, обычные люди все еще долго стояли в очередях за хлебом. То есть рынок уже мог показать восстановление, но жизнь миллионов людей все еще оставалась разрушенной. И это главный урок. Фондовый рынок и реальная экономика могут рассказывать две разные истории,
Нужно понимать, что сейчас мы живем в так называемой К-образной экономике. Пока простые американцы считают копейки на бензин, богатые, владеющие акциями, чувствуют себя превосходно. С 2020 года расходы состоятельных людей выросли почти на 8%. Даже Трамп увеличил свои активы на 1,4 миллиарда долларов с начала своей каденции, в то время как бедные и средний класс увеличили потребление лишь на 1%. Рынок растет, богатые богатеют из-за эффекта капитализации и продолжают тратить деньги, не обращая внимания на инфляцию. К этому добавляются рекордные суммы налоговых возвратов, которые поддержали спрос здесь и сейчас. Именно этот разрыв между реальным сектором и финансовыми активами позволяет макроэкономическим показателям выглядеть хорошо, даже когда обычные люди чувствуют себя все хуже. Второй фактор, на котором все держится, это огромные корпоративные инвестиции. Вдумайтесь, больше половины скромного роста ВВП США в первом квартале этого года обеспечили не потребители, а капитальные вложения бизнеса. Технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и Meta, объявили о готовности влить почти 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта только за этот год. Это реальные заказы на чипы, строительство дата-центров и прокладку энергосетей. Пока этот маховик крутится, он тянет за собой промышленность, найм и свежие отрасли, создавая видимость бурного роста. Но проблема в том, что это узкий сектор. Nvidia и несколько избранных компаний тащат на себя весь фондовый индекс, маскируя стагнацию всего остального рынка. Война в Иране и тарифная политика Трампа бьют по экономике напрямую, повышая цены. Иран перекрыл Ормузский пролив и нефть взлетела выше $100 за баррель. Как итог, галлон бензина в США стоит почти $4,5, а дизель подбирается к 6. Инфляция в марте показала самый большой месячный скачок с 2022 года. А ведь есть еще тарифы. Несмотря на решение Верховного суда, администрация продолжает удерживать пошлины, используя лазейки в законе, что добавляет бизнесу издержки примерно на 750 миллиардов долларов в год. Трамповские тарифы из разовой акции превратились в полноценный инфляционный насос. В итоге экономика вроде бы растет на 2%, но инфляция превышает 3,5%. А это значит, что Федеральная резервная система оказывается в ловушке. Снижать ключевую ставку нельзя, потому что цены рванут вверх еще сильнее, а повышать безумие. Ведь обслуживание госдолга США в 39 триллионов долларов станет просто невозможным. То есть экономика США застряла в болоте со ставкой 3,7%, и выбраться без жестких изменений уже нельзя. И вот в этом хаосе мы видим парадоксальный рост активов. Казалось бы, все должно было рушиться, но S&P 500 обновил максимум, NASDAQ показал лучшую месячную доходность за 2 десятилетия. Но парадокс в том, что это нельзя назвать полноценным зеленым экономическим циклом. Потому что, как мы видим, активно растут только те, кто строил дата-центры, а также занимался искусственным интеллектом. Тем не менее, я думаю, вы будете согласны, что игнорировать рост даже отдельного сектора, который отлично тянет весь рынок вверх, было бы глупо, ведь когда есть возможность, ей стоит пользоваться. С нефтью также получается интересная история. Задав вопрос любому экономисту, что будет с ценой после закрытия Ормуза, ответ был бы один – $200. Вот только рынки имеют свойство адаптироваться, искать обходные пути, альтернативы, что так или иначе снижает локальное давление. И если у вас возникает вопрос, при чем здесь криптовалюта, ведь как можно зарабатывать на текущей фазе рынка, если мы торгуем криптой? На самом деле, друзья, благодаря токенизации сейчас можно торговать абсолютно на чем угодно. И в нашей подписке Coin22 Pro мы показываем, как можно зарабатывать на мировых активах. Например, только на прошлой неделе мы заработали на росте Теслы, также на резком скачке нефти и на многих монетах. А еще у меня для вас есть отличная новость. На днях мы запустили первого на рынке финансового ИИ-бота, который выступает вашим помощником в инвестировании и трейдинге. Это буквально финансовый эксперт в вашем смартфоне, который 24/7 ответит на любые вопросы, сделает краткий обзор рынка, предоставит теханализ по индикаторам, рассчитает риск-менеджмент на сделку и отправит оповещение по входу в шорт или в лонг на любом активе. Бот эксклюзивно доступен только всем участникам нашей подписки Pro, поэтому, чтобы получить доступ к инновационному ИИ-боту, а также к ежедневным прибыльным сделкам, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Для более четкого понимания давайте посмотрим на реальные цифры, что изменилось после начала конфликта на Ближнем Востоке. Когда Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, американская экономика получила удар точно в самое уязвимое место. Цена барреля Brent взлетела с довоенных $70 до 120, и бензин на американских заправках мгновенно подорожал более чем на $1, уйдя выше $4 за галлон. Инфляция отреагировала мгновенно. Только за март индекс потребительских цен подскочил почти на %, а годовой показатель разогнался.
разогнался до 3% с лишним. Авиабилеты подорожали почти на 5%, транспортные услуги более чем на 4%. Параллельно военная машина США сжигала по 900 миллионов долларов в день. И за 2 месяца операции «Эпическая ярость» налогоплательщики оплатили счет в 25 миллиардов долларов. На этом фоне потребительские настроения рухнули до исторического дна, а темпы роста потребительских расходов замедлились до 1,5%. Парадоксально, но корпоративные прибыли и фондовый рынок устояли. Компании техносектора продолжали показывать двузначный рост, а безработица осталась на месте. Однако эта устойчивость обманчива. Экономика держится только на тратах корпораций на искусственный интеллект и потреблении богатых домохозяйств, в то время как дефицит бюджета застыл на отметке почти 8% ВВП, а госдолг уверенно движется к 122% от размера всей экономики к концу 2027 года. А что же биткоин? Многие ждали, что он станет убежищем, новым цифровым золотом, но его поведение оказалось куда сложнее. Исторически биткоин летал вверх вместе с индексом NASDAQ как высокорискованный технологический актив. И сейчас мы видим постепенное возрождение корреляции биткоина с акциями. Ведь пока фондовый рынок пробивает максимумы, биткоин постепенно восстанавливается. Да, биткоин это не компания, которая может что-то производить и приносить доход. У него такой функции нет. Он зависит только от притока ликвидности извне. И, например, сейчас эту ликвидность обеспечивают ETF, которые в последнее время фиксируют более-менее стабильный приток с небольшими днями оттока. Здесь также вырисовывается интересная схема притока капитала через рост техносектора, поскольку полученную прибыль на акциях фонды частично могут реинвестировать и перенаправлять в более рискованные активы, как, например, биткоин, для получения более высокой доходности, что является дополнительным источником ликвидности перед тем, как ФРС снизит ставки и перейдет к более мягкой политике. Конечно, в рынок идут не миллиарды долларов, но биткоину много не нужно, чтобы оставаться стабильным и при этом даже расти, ведь рынок сам по себе небольшой. Сегодня мы уже разобрали, что экономисты называют это К-образной экономикой. Представьте букву К. Одна линия идет вверх, другая линия идет вниз. И обе эти линии существуют внутри одной и той же страны, в одной и той же экономике, при одних и тех же новостях. Для одних людей экономика реально сильная. Их портфели растут, их недвижимость дорожает, их бизнес получает больше денег. А для других людей экономика ощущается как постепенное давление. Они видят рост цен, они видят дорогие кредиты, они видят, что даже привычные вещи становятся роскошью. И это уже видно в реальной жизни. Фастфуд, который раньше был доступным вариантом для всех, для многих стал дорогим. Бюджетные отели чувствуют давление, а премиальные сегменты продолжают расти. Авиакомпании все больше развивают дорогие места и премиальные услуги, потому что именно там есть платежеспособный спрос. Компании видят, где деньги, и они выбирают сторону. Они начинают работать больше на тех, кто находится в верхней части этой буквы К. Но чем же может быть опасна такая новая экономика? Смотрите, представьте, что экономика это табуретка. Если ее ножки это пара техногигантов, хайп на ИИ, толстосумы и бесконечный поток дешевых денег, то табуретка та еще шаткая. Одна ножка хрустнула и все летит на пол. Если ты в верхней части системы, если у тебя есть активы, если твой портфель растет, какая разница? Но проблема в том, что такая экономика становится очень хрупкой. Если рост держится на нескольких крупных техногигантах, на ожиданиях от ИИ, на богатых потребителях и на постоянной поддержке ликвидностью, то вся система начинает стоять на тонких опорах. И если одна из опор ломается, удар получает вся экономика. И если рынок начинает падать, богатые люди могут сократить расходы, если они сокращают расходы, падает спрос, если падает спрос, страдают компании, если страдают компании, начинаются увольнения, и тогда проблема быстро переходит из фондового рынка в реальную жизнь. Вот почему нельзя просто сказать, что рынок растет, значит все хорошо. Нужно смотреть глубже. Кто именно богатеет, за счет чего идет рост, кто реально тратит деньги, кто владеет активами, а кто просто пытается бороться с инфляцией с маленькой зарплатой. И тут есть хороший вопрос. Кому выгодна такая схема? Конечно же, первый игрок это крупные корпорации и их руководители. Сегодня многие руководители получают значительную часть компенсации через акции и опционы. И это создает очень простой стимул. Чем выше цена акций, тем богаче становится руководство. Поэтому компании часто используют обратный выкуп акций. Что это значит? Компания берет деньги и покупает собственные акции с рынка. Количество акций уменьшается, спрос растет, цена акций поддерживается или идет выше. Для инвесторов это выглядит красиво, для руководства это выгодно, для графиков это отлично. Но вопрос в другом. Эти деньги могли пойти на зарплаты, развитие, новые рабочие места, инновации или улучшение условий для сотрудников. Но часто они идут именно на поддержку цены акций. Второй игрок – крупнейшие управляющие активами. BlackRock, Vanguard, State Street и другие большие компании управляют триллионами долларов.
Они зарабатывают комиссии от объема активов под управлением. То есть, чем выше рынок, тем больше у них активов, тем больше их доход. И если они одновременно голосуют на собраниях акционеров, поддерживают корпоративные решения и зарабатывают от роста рынка, то у них тоже есть стимул сохранить эту систему. Третий игрок – политика. Потому что для любого президента фондовый рынок стал показателем успеха. Рынок растет, значит все хорошо. Индексы обновляют максимумы, значит политика работает. Акции падают, сразу начинается паника. Именно поэтому власти не могут спокойно позволить рынку долго и сильно падать. Потому что рынок стал не просто финансовым инструментом, он стал символом стабильности. И в итоге получается замкнутый круг. Корпорациям нужен рост акций, управляющим нужен рост акций, политикам нужен рост акций, инвесторам нужен рост акций, а обычный человек оказывается внутри системы, где он либо владеет активами, либо постепенно отстает. Сегодня у нас есть не одна экономика. Сегодня у нас в мире две экономики. Первая – экономика владельцев активов. Это люди, у которых есть акции, недвижимость, бизнес, капитал, а также инвестиционный портфель. Когда рынок растет, они становятся богаче. Их активы растут, их капитал увеличивается, они могут тратить денег больше, инвестировать больше и получать еще больше преимуществ. Но вторая – экономика тех, кто живет только на доход. Это люди, которые зависят от зарплаты. Они могут работать больше, зарабатывать больше, но все равно чувствуют, что деньги куда-то исчезают. Почему? Потому что расходы растут, жилье дорожает, еда дорожает, услуги дорожают, кредиты становятся тяжелее, а активов, которые растут вместе с системой, у них просто нет. Именно поэтому даже человек с хорошей зарплатой может жить от выплаты до выплаты. Проблема не только в доходе, проблема в собственности. Если у тебя есть активы, система работает на тебя. Если активов нет, система работает против тебя. И поэтому сейчас, когда есть возможность торговать и инвестировать в мировые активы с помощью токенизации, этим, друзья, конечно же, нужно пользоваться. Да, в системе много перекосов. Да, фондовый рынок все меньше похож на жизнь обычного человека. Да, активы растут быстрее зарплаты, а разрыв между людьми становится все заметней. Но это не значит, что завтра все обязательно рухнет. Экономика умеет адаптироваться. Она постепенно перестраивается, ищет обходные пути и находит новые точки роста. Кризисы не начинаются просто так. Они появляются тогда, когда в системе накапливаются дисбалансы, которые уже невозможно игнорировать. Поэтому наша задача не в том, чтобы сидеть и ждать катастрофу. Задача понимать, где слабые места, куда уходит капитал, какие активы получают поддержку и как меняется движение рынка. Потому что в кризис одни теряют деньги из-за паники, а другие используют данный период, чтобы перестроиться и выйти сильнее. Главный вывод простой. Не нужно слепо верить заголовкам про сильную экономику, но не нужно жить в ожидании вечного краха. Нужно смотреть глубже, думать системно и вовремя менять свою стратегию. На этом, друзья, у меня все. Если вам понравился такой формат видео, пишите в комментариях, обязательно поддержите ролик лайком, а также не забывайте переходить в телеграм-канал. Там есть много актуальной информации, на которой можно зарабатывать, и я показываю как. Так что подписывайтесь, всем удачи, до скорых встреч.